Привет, катаны! Сегодня мы поговорим о роковой опухоли игровой индустрии. И тут я не про доту. Именно так зачастую называют игры в жанре королевской битвы многочисленные геймеры, которые каждый раз испытывают жжение ниже спины при анонсе очередного боевого рояля. Больше роялей богу роялей, больше роялей богу роялей. Я могу понять причины подобного хейта, ведь игры в жанре королевской битвы напоминают войну клонов, бессмысленную и беспощадную. Но даже здесь, в этом жанре, в бездне подделок, смастеренных китайскими программистами за пачку доширака, можно найти стоящие игры. Сразу скажу, что мне пришлось поиграть во все представленные в топе игры, и не только. И это отдельный сорт извращенства, даже для тех, кто играет в корабли от картошки, как я. Начнем мы с H1Z1, одного из первопроходцев в жанре королевской битвы. У игры были все возможности стать лидером в гонке роялей. Даже авторы популярной модификации Days привлекли Брэндона Перри к созданию игры. Но после выхода PUBG H1Z1 благополучно отправился на низшие строчки игровых рейтингов, а многочисленные фэны королевских битв аристократически начали воротить нос при одном упоминании об игре. И ведь на самом деле H1Z1 есть за что покритиковать. Загибаем пальцы. За казуальную стрельбу с баллистикой пули уровня дошкольных шутеров в Unity, за рассадник читеров, где из тех игроков именно ты можешь оказаться единственным поборником чистой игры и словить хедшот с противоположной стороны карты. Да, хоть за графическое оформление, которое вызывает ностальгию по играм начала нулевых. Но есть у H1Z1 важное преимущество – масштабные сражения и возможность отправиться в самое сердце мясорубки из 150 игроков. Ну и пусть там будет 149 читеров, зато в подобных ситуациях можно сразу отбросить все обвинения, что H1Z1 – казуальная игра. На самом деле такого хардкора вы еще не видели, как по мне, так лучше бы не видели никогда. Cousin Royal от российских разработчиков – это прекрасный пример пранка, который вышел из-под контроля. Судите сами, игра вышла на 1 апреля, и разработчики вместо серьезных щей сфокусировались на стёбе и самоиронии. Вместо одной сковородки из PUBG целый комплект брони из кухонных предметов. И главный акцент при маркетинге компании на том важном факте, что все игроки начинают катку в одних трусах. Даже странно как-то, как это Cousin Royal в гонке за игру года уступила богу войны. Но под соусом из юмора скрывается достаточно глубокая и нестандартная для жанра игра. Можно вспомнить про те же усилители вроде розовых тапочек с кроликом, увеличивающие высоту прыжков, и сигар, которые в 2 раза повышают количество очков здоровья. Таким образом, у вас есть возможность получить реальные читы в игре. Ну, разве это не прекрасно? Из других интересных находок можно отметить крошечный дрон, который маячит возле игрока, когда тот использует вид от третьего лица и тем самым выдает его местоположение. Вот он, пример прославленной русской смекалочки. На 1-2 катки этих фишек вполне хватит, ну а больше никто в нее и не играет. Если Cousin Royal еще можно назвать карикатурой на PUBG, сделанной прямыми руками от пьяный угар программистов, то Ring of Elysium – это уже обстоятельная работа, в которой разрабы днями и ночами выписывали основные недостатки королевских битв, собрали терабайты отзывов и задались целью создать идеальный боевой рояль. Во многом разработчики из Aurora Games достигли целей и устранили многие проблемы PUBG. Нет желания тратить время на высадку с самолета? Тогда просто выбирайте нужный вам квадрат на карте и телепортируйтесь доли секунд. Устали молиться священным богам респауна, пытаясь в первые минуты боя найти хоть что-то похожее на оружие? Ring of Elysium решает и эту проблему, отправляя игроков с заранее заданным арсеналом, который зависит от класса персонажа. Да, без классов тоже не обошлось. На выбор 3 типа персонажей, обладающих уникальными средствами передвижения и ликвидирующие еще один раздражитель боевых роялей. Медлительность вперемешку с перерывами на чаек и сон, когда вы десяток минут не можете обнаружить ни одного противника. Ходят слухи, что эта игра очень популярна в Китае, но их правдивость подтвердить мне не удалось. В целом, еще один Battle Royale, который наскучит через пару каток. Realm Royale – это еще одна удачная попытка забраться на хайп-трейн с боевыми роялями. И, как оказалось, секрет успеха довольно прост. Взять знакомую механику и смешать, но не взболтать с дизайном World of Warcraft и форточки, а затем приправить щепоткой нововведений. Поэтому, если вас по каким-то причинам не выворачивает наизнанку от одного вида мультяшной стилистики, то Realm Royale есть что вам предложить.
Для начала можно вспомнить несколько классов на выбор, каждый из которых обладает уникальными преимуществами. Маг показывает особую уличную магию и левитирует как фокусник из детских утренников. Инженер ставит турели, а убийца способен прятаться в дымовой завесе. К тому же Realm Royal расправился с одной из главных проблем королевских битв и впервые поощряет перетаскивание хлама. Да, вполне можно играть в симулятор бездомного, как в Fallout 76. Пылесосить все встречные предметы на уровне, а затем разбирать их в кузницах в обмен на стоящее снаряжение. Ну и конечно, не стоит забывать про систему вознаграждения, где после смерти игрок превращается в цыпленка и в течение 30 секунд может вновь продолжить крестовый поход за хедшотами. На The Darwin Project стоит обратить внимание уже благодаря тому, что разработчики не стали платить еще один клон PUBG или Fortnite, используя священную комбинацию Ctrl-C, Ctrl-V. Копировать и вставить. Именно такой тактики придерживаются большинство разработчиков боевых роялей. Но это точно не касается создателей The Darwin Project. Обо всем по порядку. У нас имеется некое подобие сюжета, где мы участвуем в шоу на выживание. 10 игроков берут на себя роль выживших, и 11-й – роль режиссера. Он одновременно всепрощающий бог и дьявол. Может кого-то подлечить, назначить за голову игрока награду или расставить ловушки по периметру карты. Другая фишка заключается в механиках выживания. На поле боя можно найти самый минимум предметов, поэтому придется косплеить Робинзона Круза. Греться у костра, чтобы не схватить переохлаждение, рубить деревья, искать ресурсы и уже затем крафтить снаряжение. Еще один новаторский элемент – это отказ от стандартного сужающегося игрового поля. И вместо них гаснут в рандомном порядке сектора на карте. Вроде ерунда, но меняет правила игры кардинально. Прямо посередке топа разместился PUBG, куда уж без него. Ветеран жанра и старичок, который вот не хочет умирать, что уж тут поделать, только понять, простить и играть. К тому же большую часть проблем PUBG вылечили и смогли из чудовища сделать достойную игру. Для начала стоит сказать о читерах. Разрабы практически каждый месяц выжигают священным огнем Инквизиции тысячи недобросовестных игроков. Например, в конце марта более 135 тысяч читеров были отправлены в Вальхаллу. Проблемы с оптимизацией и скоростью загрузки серверов тоже решили, и теперь вряд ли у вас получится следить за ростом собственной бороды в реальном времени, пока ожидаете загрузку матча. Разумеется, добавили контента, и на 2019 год в игре 4 карты, что многим боевым роялям может только сниться в эротических снах. И под конец замечу, что PUBG по-прежнему хорош собственной отточенной механикой, реалистичной баллистикой пули и минимумом нововведений. Это тот случай, когда можно сказать просто и со вкусом. Не изысканное меню, но и не сладкий хлеб. Тут в целом и добавить нечего. Если вы в него играли, то все минусы и плюсы и так знаете. Да, Fortnite есть за что ненавидеть. За чрезмерно мультяшный дизайн и за механику строительства многоэтажек в чистом поле и невозможности установить между ними велодорожки. И за спонсирование Epic Games Store в конце-то концов. Можно видеть форточку во всех грехах людских, никто даже не обидится. Вот только среди боевых роялей игра по-прежнему одна из самых лучших. И дело в том, что разрабы относятся к своим игрокам как к священным коровам и делают все, чтобы ублажить собственную аудиторию и дать им лишний повод вернуться в игру. Постоянные обновления, сезонные пропуски, которые добавляют новые механики и карты, тщательное следование трендам, вроде концерта диджея Маршмелло, и воровство механики возрождения и системы меток из одного прославленного конкурента. Паразитирование на чужих идеях не делает чести эпикам, но игра становится только лучше, поэтому почему бы и да. В целом Fortnite походит на живой организм, который постоянно эволюционирует и приспосабливается под потребности аудитории, и именно в этом его сила. Реализация режима королевской битвы напрашивалась сама собой в серии Battlefield, поэтому у меня только два вопроса. Почему нам пришлось так долго ждать релиза и почему Огненный шторм оказался настолько неудачным? Нет, не поймите меня неправильно. По сравнению с конкурентами Шторм выглядит как Брэд Питт на фоне курятника, но все преимущества режима достались по наследству от оригинального проекта. Шутерная составляющая, богоподобная графика и правдоподобная система разрушений – пожалуй, лучшее, что есть в пятой батле, и в то же время единственная причина играть в Огненный шторм. Проблемы начинаются уже с одних размеров локаций.
которая без проблем сможет в себя вместить больше сотни игроков, вместо положенных 64. Другой существенный недостаток – медлительность игрового процесса и карта, которая словно создавалась с помощью автогенерации уровней. По существу в Огненный шторм встречаются интересные находки, вроде возможности отстреливаться при минимальном здоровье, но в остальном голый каркас, у которого единственная возможность выжить и развиваться – это перейти на бесплатную основу. Blackout уже более успешный пример того, когда большие опытные дяди с неограниченным бюджетом пошли в мейнстрим и показали детишкам, как надо игры делать. И оказалось, что для начала нужно делать игры прямыми руками. Как ни странно, но уже на релизе затмения работало стабильнее, чем PUBG 2 года спустя. Не это ли чудо катаны? Но кроме стабильного сетевого кода, у Blackout есть и другие преимущества. Главное из которых – это сохранение привычной реактивной динамики серии в многократно увеличенных масштабах карты. Treyarch сделал все возможное, чтобы создать королевскую битву под амфетаминами. Относительно небольшая локация, 90 игроков, лечение при беге, лечение во время плавания, подкаты и открытые глайды при прыжке с малейшего уступа, превращает жанр, который изначально создавался для диванных экспертов, по ведению боевых действий в достаточно нетребовательное развлечение. Ведь в этом нет ничего плохого. Наоборот, именно так и выглядит правильная альтернатива неповоротливым, словно застрявшим в другом веке собратьям по жанру. А в качестве вишенки на торте – толпы зомби, вертолеты и реалистичная баллистика пули. И победитель в топе боевых роялей однозначно Орех. Согласитесь, это было очень предсказуемо, ведь Respawn выпустили игру, которая привлекла к жанру даже тех людей, которых мутить начинало уже от одного предложения, где одновременно встречались слова «битва» и «королевский». Единогласный успех и мое уважение. Уважение за скоростную динамику, после которой даже Blackout воспринимается как черепашьи бега. За крошечную, по крайней мере детализированную карту и, разумеется, за 9 уникальных классов, полностью меняющих правила игры. Стоит ли в лишний раз говорить об успехе Ореха, если даже Форточка подсмотрела несколько идей и реализовала их в собственной королевской битве? Механика возрождения и система меток кажется настолько очевидной, что на остальные рояли теперь смотришь как на динозавров и задаешься одним извечным вопросом – как они еще не вымерли? Но на самом деле конкуренция нужна, и выбор среди королевских битв способен удовлетворить любые вкусы, от любителей хардкора до поборников казуальных развлечений. И я надеюсь, мой топ помог вам найти подходящие игры. А на этом все, катаны. Пишите в комментариях, какой боевой рояль самый королевский, по вашему мнению. Подписывайтесь, ставьте лайк, и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного видео со мной. Ня! La 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 la.